В Якутии очень длинная и суровая зима. Почти каждый год доходит до минус 50. И чуть ли не единственная возможность встретиться и погулять всей семьей – это праздник Исэх. Еще его называют Якутским Новым годом. У народа Саха один год начинается, а другой заканчивается в период летнего солнцестояния. Каждый, кто пришел на праздник, должен хотя бы один круг пройтись в национальном хороводе, попить кумыса и поесть мясо. Ну а тот, кто считает себя воином, поучаствовать в хапсагае. Меня зовут Юлия Мирей, и я хочу научиться всем национальным единоборствам России. Сегодня я в Якутии и попробую на себе хапсагай. Ладно, поехали, все понятно. Сбоку идете? Около! Якуты верят, что в день летнего солнцестояния с небес на своих огненных конях спускаются божества Аы. Для них здесь устанавливают божественную коновязь. К ней можно подойти, поклониться, прислонить ладони и загадать желание. Я загадала одержать победу в поединке. Это очень легкая борьба. Ну, коснулся, ты уже проиграл. Запрещено тыкать глаз, запрещено пальцы вот так. Ломать, да? Да. Заламывать, ага. На ноги наступать можно? Можно. А за какие части тела хватать можно? За все. За ноги, голову тоже можно? За голову тоже. Ну, двумя руками нельзя делать. Надо вот так. Отсюда надо захватывать. А, то есть душить тоже можно? А так нельзя. То есть через плечо можно, а просто шею нельзя? А за одежду браться, вот это все? У нас одежды нету, шорты и все. Шорты браться нельзя. Нельзя за? Да. Ага. А вы босиком боретесь или Нет, борцов? борсотка. Ясно. Ну, естественно, удары никакие тоже запрещены. Шунга только. Шунга? Да, ну вот так. А разрешены Да. вот так вот удар Ну, сверху? сильно не надо, просто чуть-чуть дергать. Ладно, поехали, все понятно. И толкаешь. За ногу, да? Да. Борьба хапсага ведется в стойке до 3 баллов и до первого касания. Среди мужчин борьба ведется 4 минуты. Если полная стопа выходит за линию ковра, то уже сопернику присуждается 1 балл. После начала схватки, если борцы не определили победителя, то по истечении 1 минуты присуждается за наиболее пассивное ведение борьбы 1 предупреждение и дается 1 балл сопернику. А если 1-1, выигрывает тот борец, который выиграл балл последний. Особый ритуал Исэха – это асоха, движение людей в хороводе. Ведущий поет песни, благодаря богов за все, что происходит. Чем дольше длится хоровод, тем больше человек наполняется энергией. К приезду солнечных богов люди стараются вести себя так, как встречали бы старших родственников. Накормить, символически окропив землю и огонь кумысом, развлечь, удивив танцем, и показать силу и ловкость, проявив себя в хапсагае.
Спортивные соревнования – один из главных элементов якутского Нового года. Состязания в основном аутентичные. Якутские прыжки, перетягивание палки и такие экзотические, как бег за девушкой. В старину было поверье, кто девушку поймает, тот на ней и женится. Сегодня поймать девушку практически невозможно. Выбирают чемпионку республики по бегу. Но самым престижным соревнованием, конечно же, был и остается Хапсагай. Традиционно на эсэк съезжались самые знаменитые силачи. На борьбу они выходили закутанными в шкуры быка. Судьей назначался самый уважаемый старейший. Отсюда головы чуть-чуть вниз, вот, и отсюда вот нога останавливается сюда, стопор вот здесь. И отсюда вот, хоп, с этой стороны. И подсечки есть, разного вида подсечки есть. Вот отсюда тоже можно делать подсечки. Мне кажется, вот он прям похож на какие-то восточные единоборства. Есть такое? Да, есть, похожесть есть. Показал, он ногу убрал, отсюда вот так тоже можно скрутить. Круто! Праздник летнего солнцестояния тесно связан с якутским героическим эпосом Олонхо. По сюжету жители Срединного мира, прародители людей, борются с представителями темной силы, часто с помощью приемов Хапсагай. Интересно, что в борьбе участвуют не только юноши, но и девушки-богатыри. В борьбе они даже находят свою любовь. Удалью прославленная своей прекрасная Кыыс Нюргун достойного ротоборца, видать, встретила наконец. И так и эдак, пробуя нападать, натуживаясь, пыталась она противника на воздух поднять и бросить через себя, да и с места сдвинуть его не могла. Рывком пыталась она через бедро его повалить, да не дрогнули суставы его. Даже не шелохнулся он. Есть тексты Олонхо, в которых главной героиней выступает женщина. Николай Васильевич Емельянов, ведущий фольклорист, эпосовед, он считает, что вот именно сюжеты с богатырками, они нам представляют именно самые ранние варианты эпоса, то есть период матриархата. Одна из самых ярких является девушка-богатырь Живназерлетта. Кстати, этот текст есть с русским переводом. Она, как и богатыри-мужчины, одолевает врагов Аббаса и в конечном счете спасает брата, еще находит ему жену и в конце концов сама же выходит замуж. Все Олонхо заканчиваются замужеством, потому что считается, что вот именно для продолжения рода Аяймага. Вот в чем заключается основной посыл всех текстов Олонхо. Богатырь Дырой не знают, откуда он появился. Оказывается, что он является прямым потомком верховных божеств. И была рождена каббалиция, которая спустилась с верхнего мира. И почему же она родила в Среднем мире? А потому, оказывается, что у нее были внебрачные связи любовные. И, соответственно, чтобы кара ее не настигла, она вот тайком родила в Среднем мире. И вот богатырь остался жить в Среднем мире, в конце концов стал родоначальником племени Уран-Хайсага. По сравнению с другими видами национальных единоборств, в котором я уже училась, Хапсагай показался мне самым агрессивным. Да и борьбой в прямом смысле его назвать сложно, потому что разрешены определенные удары руками и ногами. Хапсагай – это вот борьба, которая нам
досталось от предков. Борьба Хапсагая упоминается в Олонхо. Она сейчас довольно популярная, к нам с других регионов приезжают бороться. Тактик очень много. Бывает так, что очень быстрые техничные борцы, но более медленный, более выносливый человек может их сковывать. И так как у нас правило позволяет 3 раза вытолкнуть человека из круга, победить досрочно. А у вас какая персональная? У меня такое силовое давление все время, и я по ногам часто работаю. Стараюсь все время человека держать в напряжении и уже оттуда делаю какие-то действия. То есть у меня нету такого, чтобы там отдохнул, походил, зашел, все, до конца. Вселенная эпоса Аланхо во многом повторяет традиционную религию народа Саха Ар-Аы. Существует 3 мира. Верхний, населенный богами, Срединный, где живут их потомки, люди, и Нижний, населенный демонами. Сквозь все это пространство произрастает великое древо – Кудук-Мас, символ триединства Вселенной. Вся природа живая. Самый верховный бог – это прообраз солнца. Каждый человек у нас считается 3 души. Это воздух душа, и земля душа, и мать душа. Вот за счет этого мы объединены, живем. Главный бог в пантеоне традиционной якутской религии – Юрюн-Аи-Тайон. Он живет в прекрасной стране, где нет зимы, но растет белая, цвета крыльев лебедя, трава. Самые стремления, которые в этом холодном мире, якуты поощряют много детей. Если в семье есть много детей, он будет кормить, он будет охотиться, поэтому стремится много детей. Уруйдах айқаллах тылбытын чиңетен берен бигергетен бихир дивитен элиетен намтан эгардалан ахар. Верования якутов тесно связаны с шаманизмом. Вот и мы с нашим режиссером Юлей попросили настоящего шамана провести обряд, чтобы на пути воина нам сопутствовала удача. В Якутии я впервые встретилась с термином «швунговать» – выводить человека из равновесия для проведения следующего приема. Оказалось, что раньше термин часто использовался в вольной борьбе. В Хапсагае он очень распространен, и я тоже решила ему научиться. Сперва вот швунг делаешь, и туда идешь, и вот эту пятку ударяешь, и вот это тянешь. О, это на ловкость. Этот прием делали наши предки. Вот так. Так. Еще раз, во. Закись, держит, во. Сбоку идете. Во, корова. Ну, типа того. Отлично. По одной из версий, название борьбы может происходить от слова «хапса», означающего «хватать», и старомонгольской приставки «гай», означающего «действие». Таким образом, слово «хапсагай» можно перевести как «хватай» и «действуй». Наиболее распространена такая версия, что наши предки
Здесь появились средние века несколькими волнами. Изначально территория селения вот наших предков – это область Забайкалья. И потом смешения вот произошли вот между нашими предками и местным народом. И здесь, в среднем течении реки Лена, вот появляется народ Саха. Необычно, что многие якуты носят старинные имена, например, Прокопий, Агафон, и при этом могут иметь чисто азиатскую внешность и не говорить на русском. Это удивительно, особенно учитывая, что в Центральной России иностранных имен уже кажется больше, чем русских. Это связано с принятием христианства. Христианизация населения уже начинается с 17 века, когда вот здесь появились русские казаки. И вот христианизация заканчивается вот уже к 19 веку. Поэтому у нас такие имена, вот христианские православные имена. По другой версии, имена и фамилии остались от потомков ямщиков, которые в большом количестве приезжали в Якутию и оставались здесь, создавая семьи. Были тракты, вот Иркутский тракт, Охотский, Аянский тракты были. И там, да, засели ямщики. Их потомки сейчас тоже есть. У нас смешанных якутов много, метисов. У древних якутов было разделение на служилое сословие и всех остальных людей. Отбор детей в войны производили опытные батуры. Они кидали в них горящими угольками и выпускали стрелы с короткими иголочками на концах. Тех, кто показывал хорошую скорость реакции и ловкость, оставляли на дальнейшее обучение. Были такие люди, ботуры. Они были профессиональными воинами, но их было мало. Войны здесь такие большие не велись, потому что, во-первых, людей было мало, и, во-вторых, это у нас природа такая суровая, и без всяких войн могли, вот, если вот все лето гуляли, да, вот воевали, сено не заготовили, припасы зимой, все могли бы погибнуть с голода или с холода. Подготовка воинов у якутов велась в двух направлениях. Это военная тактика и спортивные состязания, важной составляющей которых был хапсагай. Человек, который быстро думает, быстро соображает и быстро двигается, вот этот человек может быть таким очень ловким воином. Из хапсагая, вот в этих ваших многочисленных других достижениях что-то помогает, какие-то приемы? Да, конечно, у нас вот хапсагай – национальный вид спорта. С детства мы уже боремся по хапсагаю. Даже когда мы не тренируемся, вот на эсэхе всегда маленькие боли уже сразу боролись. А какие именно приемы вы используете? Я больше не такой атакующий борец. С ноги вот, ногу отдаю и оттуда борюсь. Проходят в ноги, они сами проходят вот сюда. Да. Я их толкаю оттуда туда, вниз, вот так. Это именно из хапсагая, вот да. проходка, да? Ну еще могу сделать вот так. Вот ногу отбрасывают назад, я выхожу оттуда, они сами падают. Покажите. Вот, прямо на меня идите, вот так. Оп. Как вы это делаете? Вы на меня должны, вот, да. Оп. А, вот так, да? Да. Круто. Как вид спорта хапсагай начал развиваться в 20 веке. В 30-е годы вышли первые правила соревнований, разделившие борцов на весовые категории. Тогда же стали проводиться первые турниры. В годы Великой Отечественной войны в хапсагай стали активно бороться женщины. В 1944 году в соревнованиях приняли участие 86 женщин. Они открыли путь многим поколениям после них, в том числе и мне. Женщины в Якутии, видимо, боролись испокон веков. Есть старинные фотографии, где женщины борются. Было много свидетельств
где на ИСЭХах женщины боролись. Когда я летела в Якутию, то надеялась наконец-то увидеть в зале единоборств девушек и побороться с равными. Но, увы, и здесь меня ожидало разочарование. Как и в других республиках, сегодня в Якутии национальной борьбой женщины не занимаются. Я в 80-х годах проводил соревнования по борьбе хапсагай среди женщин. Когда проводились спартакиады учителей, я предложил включить в программу этой спартакиады женскую борьбу хапсагай. И у нас очень хорошо боролись. Но причин вот того, что это прекратилось, я не могу назвать. Зато богатырей здесь нашлось много, а некоторых даже сложили легенды. Есть, например, легенда о борце из Нюрбинского Кюстях Сапурон, который так давил досаждавшему ему человека, который приставал ему: покажи свою силу, покажи, да, и ухватил этого надоедливого соперника так, что кости у него захрустели, и мать его еле отбила его, ударяя его лопатой по рукам. Вот таких... Это не былицы или это реальный случай. В 2010 году хапсагай вошел в семью Всемирной Федерации Объединенных Стилей Борьбы. Чемпионаты по этому единоборству ежегодно проводятся в России и Монголии. Разыгрывается Кубок Азии. А что вообще помогает людям, таким как вы, первые места занимать? Какое качество? Упорство, наверное. Тренировки, вера в себя. Борьба хапсагай — это здесь не только вес, не только сила, но вот это скорость, выносливость, гибкость. Это большую роль играет. В настоящее время в реестре Министерства спорта Российской Федерации есть 3 вида якутских вида. Это масс-рестлинг, хапсагай и якутские прыжки. Поэтому в этих видах спорта мы уже можем выполнять даже мастера спорта Российской Федерации. Масс-рестлинг является одним из мировых видов спорта, и мы сильно продвигаем этот вид спорта по всему миру. Масс-рестлинг – якутский национальный вид спорта, который завоевывает популярность по всему миру. Это ни на что не похожий вид борьбы, заключающийся в перетягивании палки. Масс – это якутское слово, означающее дерево, а рестлинг с английского переводится как борьба. Спортсмены-масс-рестлеры в республике настоящие герои. По хапсагаю сейчас тоже ведем работу для того, чтобы в других регионах были федерации хапсагая. Конечно, нам хотелось бы выйти на мировой уровень. Сейчас идут везде санкции, да, поэтому из-за санкций наших сборной никуда не пускают. Поэтому мы хотим в это время, чтобы ребята, которые занимаются борьбой, они не стояли на одном месте, боролись. Поэтому хочется, да, действительно сюда пригласить борцов других национальностей, здесь тоже сделать фестиваль. В Якутии, единственной республике из тех, где мы побывали, есть школа именно национальных видов спорта. И посмотрите, как она себя оправдывает. Соревнования атлетов по этим дисциплинам – события, сравнимые с концертом Пола Маккартни на Красной площади. На них собирается вся республика. Проспекты, соревнующиеся по этим видам спорта – настоящие кумиры. У нас центр образовался в 2006 году. Мы хотим культивировать свои виды спорта, хотим, чтобы наше население занималось физической культурой и спортом и пропагандировало здоровый образ жизни, и от массового спорта к спортивным достижениям в больших международных аренах. Почти во всех районах есть свои соревнования в память своих выдающихся борцах, хапсагаистов. Это делается для того, чтобы привлечь
все больше и больше населения, тем самым популяризировать нашу национальную борьбу. Первый чемпионат, когда проходил в Таиланде, в составе сборной страны выехал на чемпионат по тайскому боксу. И мне удалось выйти в финал. И, конечно, использовал национальные виды. В основном это подсечка и шлунги. Покажете ваши коронные подсечку и коронный шлунг? Ну, кому-то надо показать же. На мне? Вот такой бросок есть. Вот берешь вот так, и вот так, вот так. Вот, а вот как это отсюда. называется? Это подсечка внутри называется. Вот сначала вот так ногу вот так поднимаешь, вот так. Тут много усилий не надо. Это тоже вот вы в Хапсагае научились, да? В Хапсагае, да. Как вы считаете, национальная борьба именно какие качества воспитывает? Это выдержка и стремление к победе. Какие качества характера Хапсагай развивает? Выносливость, сила, ловкость нужно проявлять на ковре. 120 килограмм человек заходит, например, 62 килограмма противник заходит и выигрывает его. Ловкость очень много решает здесь. Спортивный дух в жизни помогает, в работе помогает. Я сам занимаюсь бизнесом. Благодаря борьбе, благодаря спортивному духу дальше будем работать. Кто одерживает победу в Хапсагае? Успех в основном зависит от дисциплины, целеустремленности, работать, постоянно развиваться, совершенствоваться. Какой-нибудь титул завоевал, не останавливаться на этом, искать новые цели и к ним идти. В современном мире, конечно, воин – это человек, который защищает свою родину. Это, конечно же, спортивные арены. И, конечно, мы гордимся сегодня своими спортсменами, которые проходят этот путь. Я сам был спортсменом в большом спорте, поэтому знаю, я думаю, что это и есть путь воина. Я побывала на якутском празднике летнего солнцестояния, встречалась с шаманом и усердно тренировалась. Пора вызвать на ковер опытного борца. Отличие Хапсагая от других видов национальной борьбы в первую очередь в том, что постоянно используется биомеханика тела. При этом включается не только тело, но и мозг. Занимайтесь Хапсагаем, приезжайте в Якутию, рекомендую.